Всем привет! С вами Мистер Ганс, это канал Мистер Ганс Онлайн. Так, сегодня у нас будет голем. Прохождение голема. Почему я засунул это опять же в первое видео? Потому что когда мы начинаем проходить эволюцию монов, мы сталкиваемся с нехваткой голды. Это самое такое, то, что нам необходимо. Кристаллы не столь необходимы, ибо за них мы только призываем монов, и в принципе на этом как бы и алмазы кончаются. Естественно, у нас есть Gold Dungeon, это ежедневный, так сказать, 300 голды мы получаем ежедневно, проходя его. Дается 3 попытки, вот такой сундучок, босс, и убиваем его каждый день, получая 300 тысяч голды. Это такой приятный бонус каждый день, бонус от рекламы, от 50 до 300 мы получаем рандомным образом. То есть в совокупности 600 тысяч голды мы получаем. И это как бы, ну, тех, кто уже прошел уровни там 20-30, уже начинает понимать, что это очень мало, и откуда брать голду. Можно, да, конечно, очень долго фармить локи и получать там голду с пачек, но там немного вы получите, там больше мороки. И вот почему у нас сейчас мы будем узнавать, как проходить голема, потому что единственный хороший сейчас заработок, раньше было другой, конечно, когда можно было с помощью некой функции, даже не функции, а некоторого лайфхака, можно было получать кристаллы и с помощью кристаллов голду. То есть, либо если у нас много голды, мы получаем кристаллы. С помощью этой функции, если у нас много кристаллов, мы получаем много голды. Но сейчас обновления идут, и поэтому мы не можем сейчас реализовать эту функцию, ее убрали, так сказать. Поэтому сейчас самым таким хорошим достижением наших высот по голде мы получаем только благодаря этому голему. Да, конечно, еще один момент. Добавили Apex Battle, в котором тоже я уже по многим неделям, это недавно его добавили, буквально недели, не знаю, 4 где-то. И здесь тоже очень хорошо голда падает, но здесь я не знаю, как на маленьких уровнях, так как его добавили уже, когда у меня был большой уровень. Я не знаю, какие здесь будут противники, но вообще здесь как бы, мне кажется, если моны слабые, то навряд ли у вас получится пройти. По поводу Apex тоже сейчас скажу, потом мы в конце концов вернемся к голему. Просто хочу сразу все про голду сказать. Здесь 8 локаций, на каждой локации стоит один человек. Мы его убиваем, нам дают вот эти вот частички и сколько-то там голды. Там максимально, я смотрел, около 100 тысяч голды сразу могут с одного боя дать. Боев сразу видите сколько. Вот представьте, рандомным образом дается голда, и вы получаете ее. То есть там тут тоже где-то 1300 можно получить свободно. Тут тоже, в принципе, она обновляется каждый день. Тут даже есть таймер того, через сколько обновится. То есть он уже через 8 минут обновится и будет доступен. В принципе, больше никаких способов дохода голды нету, поэтому самый действенный способ является как раз таки прохождением голема. На первых порах, это, конечно, не столько денег приносит, но здесь как бы прикол в чем был? В том, что именно многие, может быть, вы слышали о таком B8, когда говорят голем B8 или просто на B8 фармлю голду. Вот. В чем это заключается? В том, что вот есть у нас 8-й, так сказать, голем, он голем огня. И в чем заключается вот это вот фарм? То есть водную пачку, как я уже говорил, насобирать не особо сложно. То есть там, допустим, водную мону получить вообще никакой сейчас
не составляет трудности прокачать ее до 3 там поставить там буквально какие-то камни, и там не сильно надо на ней заморачиваться, и каких-нибудь еще там монов, допустим, там хила ту же самую, сирену поставить водную, и можно еще 2 атакеров. Можно, ну там Локи, может быть, кому-то выпадет, там, может кто-то с экзотика возьмет мона. И, в принципе, 4 водных мона, это уже у меня как бы конечная пачка для всех големов здесь стоит, потому что, ну, уже как бы моны сильно прокачаны, поэтому не сильно на этом заморачиваюсь. Так почему же B8? То есть гемы даются от 4 до 6, и огненный голем, он самый слабый вообще, в принципе. То есть есть даже видосы, также на ютубе у кого-то, кто просто одним моном, там тот же моно с сифон сетом, то есть, который восстанавливает ману от урона нанесенного. То есть, атакует в соло и убивает этого голема. То есть, в конце мы получаем от 4 до 6 любого квадрата. И можем его продавать смело. То есть это примерно 1010, там, от 10 там, буквально до, не знаю, там, до 40 где-то тысяч мы получим разово. А проходится этот 8 голем очень быстро. То есть эта вода, она очень легко проходится. Но мы до нее сейчас дойдем. То есть первый у нас голем света, он очень ватный. Вы его на первых порах, там даже, не знаю, там, на 15 уровне, даже там с минимально прокачанными модами его сможете убить. Правда, открывается он, по-моему, где-то на 20-30 уровне. Где-то там он открывается. И, ну, возможность проходить. Вот так как локации это будут все закрыты. Вот. Второй у нас водный. Особенности, в принципе, рассказывать нет смысла. То есть тут, говорю, берете как бы на всякий случай хила. Можно взять хп либо деф, либо минус атака, минус деф в лидерку. И 2 атакеров, там, и 1 сифонера. Или там всех 3 атакеров. Минус деф, конечно же, там, или weakness, там, что у вас будет. Это уже в зависимости от того, каким вы пользуетесь, какой пачкой. Дальше водный, тоже никакой в нем. Они все до 8 абсолютно все очень легко падают. То есть тут даже нечего заморачиваться. То есть вы их быстро пройдете. Третий огненный здесь на минус хил и стан. Тоже никакого вообще, даже рассказывать, ну даже в смысле даже показывать здесь смысла нет, потому что вы зайдете, его быстро убьете и все, и забудете про него, потому что он вам просто будет не нужен. Здесь также, если пачка умерла, можно в конце раунда нажать выскочит окошко, и можно либо закрыть батл, либо за 10 алмазиков пройти, ну, то есть добивать его дальше. В принципе, здесь можете немножечко потратиться, это ничего страшного нету. Вам главное дойти до 8, и, то есть, тут даже как бы главная задача ваша на минимальных порах дойти до 8 и собрать пачку, что проходить ее на авто. То есть можно собрать пачку, которую нужно будет именно нажимать, чтобы убить его. А есть пачка, которая именно на автобаттл ставишь, и все, и они его убивают, убивают и убивают. Вот. Четвертый у нас земляной. Это сапы, тоже как бы огненных монов взять, и он быстро ляжет. То есть тут ничего в нем сложного нету. В этом, в пятом тьма тоже легко падает, как даже если он танк, ничего страшного. Потом у нас светлый, в принципе, скиллы ведь повторяются. Тоже не шибко он по защите большой, там ничего там тоже сложного нету. Вот на этом водном можно немножечко запариться, потому что он защитник. Ну, то есть вам придется немножечко, может быть, даже если у вас прям очень слабые моды будут, придется немножечко попотеть, чтобы его завалить, и все. В принципе, вы открыли 8 локу, заходите. Сейчас просто покажу. Прошлых даже показывать нет смысла, там буквально все с одного удара будут умирать, как бы. И в этом нет какого-то куража смотреть все это. То есть моды здесь у нас какого уровня? 65 уже. Довольно с любого, в принципе. Вот у меня Юки, допустим, это у меня танк вообще без урона, как бы она ему столько сносит. Это вообще типа уродный по 139 тысяч, как бы от воды, но это прям, да.
Можно взять ту же Мону, попробовать, ну, показать. Она у меня просто с абы какими камнями стоит, главное, чтобы типа помогали. И все, в принципе. Она, я думаю, даже она одна тут справится. Единственное, что по ХП бы не просесть. Но, в принципе, вот как-то так это легко все проходится. То есть мне даже автобаттл не надо ставить. В плане того, что это легко все проходит. Вот видите, какой урон просто. Другие столько урона не будут получать. Да, там какие-то нужно будет создавать именно пачки, чтобы их проходить. Ибо здесь от 4 до 6 звезд. Ну вот, допустим, 7000 продали, все. Сколько это у нас заняло? 1 минуту. То есть автобаттл такой же включить. Там буквально, если у вас даже пачка немного послабее, там будет, ну, 2-3 минуты. То есть за 2-3 минуты там по 7000, там, если вы там чем-то заняты, поставили просто автобаттл 50, там поставили 4-5 звезд, продаем, все. 6-звездочные будете оставлять, там выбирать потом. Если они циферные, то продаете, если процентные оставляете и смотрите, и все. Это то, что касается именно новичков. Вам ваша главная необходимость пройти до B8, все. То есть дальше можете даже не смотреть, не лезть, там уже будет посложнее все. Конечно, хочется там и B15, там и все такое прочее. Для тех, кто хочет пойти дальше, уже более средние, там 40-е какие уровни, то есть здесь сапер, как бы, что у нас для сапера? Я уже рассказывал про колосса на сапах, то есть либо мы берем на него, давайте зайдем, посмотрим на него, либо же мы берем таких же хилов, которые дают щиты именно вот как барьерные, которые можно было, ну, снимать скиллом. Либо же мы берем тех, у кого есть иммунитет, и мы убиваем его. То есть главное ему здесь не давать сапить, потому что от сапа, естественно, все быстренько разваливаются. Я же говорю, здесь как-то уже вода, земля, неважно абсолютно. То есть главное накопить на драке ульту, и все, как бы у меня на драке сифон стоит. Вот так вот работает сифон. Вы бьете, у вас полностью мана восстанавливается. Таким все образом работает. Заходите первые проходки, то есть это может будут и неудачные для автобоя, но все равно, чтобы посмотреть хотя бы какие скиллы. То есть есть тот же самый молоточек, иммунитет к замочку и активному эффекту. То есть можно его даже и сапами разваливать теми же самыми. То есть дамага будет, в принципе, достаточно. То есть здесь уже, видите, он уже побольше, ну, посложнее, то есть, нежели на B8. То есть для B8 это самое оно для новичков, чтобы проходить. Потому что водную пачку, еще раз скажу, легче всего собрать. Это ни для кого не секрет. Это, во-первых. Во-вторых, как бы квадраты, ну, нужнее всего, всегда и всем. Потому что там криты, там атака и все такое прочее. То есть первым делом люди всегда, начиная играть, делают атакеров, как правило. Никто ни в хилов, ни в саперов не уходит. Все это, ну, дальше постепенно приходит. Что у нас дальше? Дальше у нас B10. B10 это уже у нас от 4 до 6 мы любой получаем. Конечно, хотелось бы и фармить на этом, чтобы не только квадрат получать, но вся проблема в том, что тут уже у нас темный титан, и он еще и танк. Ой, титан, голем. Титаны, големы, колоссы. Много всего. Здесь уже более защищенный мон. Босс. И, как вы заметили, с каждым, как бы, большим титаном увеличивается уровень стражей, так сказать, монов, которые защищают этого голема. Опять же, главное качать атакеров и не забывать про хилов, потому что на всякий случай, даже я сейчас беру на всякий случай всегда хила.
Очень важно тоже понимать, для чего вы берете моно, с какой целью он вам нужен. То есть у вас всего их 4. То есть у меня как бы все более-менее сбалансировано. У меня есть Anubis, это минус деф, хорошая атака. Это есть Купидон, он хилер, плюс восстанавливает всем ману с каждым ходом. Плюс он защитник, может сыграть за танка. Юки это сифонер, плюс сапер, плюс танк тоже. И драка, это дает хп всей команде на 40%. Дамажит очень сильно, восстанавливая себе сам ману. Восстанавливает 15% маны всем тоже моном. И как бы дамажит очень сильно. То есть тоже самодостаточный такой мон. Что у нас здесь? Здесь также молоточек, иммунитет также к силу и активным эффектам. Ну, тут, понятное дело, мы видели это все. То есть как бы на высокой дамаговой, на высоком дамаговом пике, как бы уже когда у вас моны большие левелом, большие прокачкой и всем остальным, то есть можно уже себе позволять брать, как бы не опасаться того, что там вода против земли или что-то в этом роде. Поначалу, конечно, будет сложновато. Какая-то невезуха сегодня вообще, только 4-звездочные падают. Так, дальше у нас 11-й. Это светлый. Вот светлый на самом деле уже может для кого-то стать вообще роковой проблемой, потому что, во-первых, он отхиливается, во-вторых, он делает минус деф, и еще и шокает на 2 хода. То есть это прям для кого-то будет прям пипец, потому что в начале очень мало людей на резисты обращают вообще внимание, там в атаку упираются, там в защиту или еще что-то. То есть моды, в принципе, здесь не особо жирные, там не особо атакуют сильно. Там, ну, конечно, если вы не возьмете тьму, она развалится быстро. Танки еще здесь. Ну и продолжаем. Как бы всю пользу драки. Те, кто не знает, что это за мон, этот мон фьюзовый, об этом будет отдельное видео. Мне написали сделать типа тир-лист, но тир-лист в данный момент вообще считаю как бы, как сказать, не особо приемлемым, потому что, во-первых, моном меняют скиллы, и из-за того, что меняют скиллы, то есть я не могу сказать, какой сейчас мон типа лучше или хуже будет для прокачки, потому что, допустим, тот же Лео, который темный, буквально до предыдущего обновления, которое было там месяц, там полтора назад, был, ну, как по мне, вообще полностью как банка какая-то, которая вообще ничего не может и ничего не сделает. Сейчас с обновлением как-то более ожил. Также Артемист, который был просто тупо отхил от атаки, который вообще никто никогда не видел. Далее скилл как у Драки. И плюс щит еще как бы она стала более-менее играбельной. То есть сейчас как бы на этот нет смысла вообще обращать на тир-лист внимание. 12-й. Здесь уже водный, то есть здесь как бы скорее всего лучше вообще сапы брать и хилов точно, потому что здесь сложновато будет его пройти обычными атакерами, так как он дефер. Повышенная физическая защита. Так еще по поводу тир-листа. Я думал записать потом отдельное видео, то есть просто рассказав о том, какие моны для чего, как бы куда идут. Не знаю, сейчас нет времени записывать просто это, потому что я думаю, что этот видос растянется, как бы, потому что просто так не хочется рассказывать о том, что этот
тир-лист, как бы, это я просто так посидел, помыслил просто то, что просто нарисовать его, ну, смысла не будет никакого, потому что, я же говорю, во-первых, моно меняется, во-вторых, каждый сейчас мон, в принципе, для чего-то нужен. То есть для маленьких уровней, в принципе, я согласен, что не каждый мон нужен, но то есть вам выпадают постоянно новые моны, и вы не знаете, кого качать, кого оставлять, кого в кого сливать. И поэтому делаете какие-то непонятные ошибки. То есть единственный пока совет по поводу этого могу дать какой. Все, что вам выпадает 4 или 5-звездочное, оставляйте пока в хранилище. То есть увеличивайте инвентарь, там, не знаю, что угодно. Просто оставляйте их, потому что сейчас, убрав какого-то мона, в дальнейшем вам будет очень сложно. То есть будете опять же говорить, зачем я его там отпустил, продал или слил в какого-то мона, если он вам нужен был, и вот вы не можете его как раз сейчас с добавлением башни, как раз элементовой, еще сколько нам добавили? Еще 30 этажей нам добавили. И благодаря этому было недавно, вот на своем примере, был недавно вернули нам драку, он примерно каждые полгода где-то появляется. Вернули драку, и я решил сделать еще одного огненного драку, но мне выпал светлый. И у меня была проблема с башней света. То есть я, как бы, чтобы получить одного драку, нужно слить 3 5-звездочных во фьюзе. И у меня не было на тот момент там столько 5-звездочных. И только поэтому я сделал только одного дракона светлого. Да, это мне помогло пройти светлую башню, но я столкнулся с проблемой на огненной башне. То есть у меня нет 3 драконов, у меня есть только 2 дракона. Ну вот 6 летят, но не нужны как бы. Б13 у нас огненный. Тоже не шибко сильный, он примерно похож на огненного на Б8. То есть можно было бы и на нем, конечно, фармить новичкам, но до него просто вы не доберетесь. То есть B8 это ваш потолок. То есть если вы дальше сможете как-то пройти это, уже знаете, что вы уже вровень с 40-ми идете, там как минимум. То есть вот B9, допустим, на 40-м уровне где-то проходить можно. То есть здесь тоже моны, в принципе, валятся. По поводу еще раз этого же самого тир-листа. То есть моны получаются абсолютно различным образом. То есть это не просто там призыв с яйца, как вы понимаете, уже. То есть есть много способов получения мона. То есть это собрать моно там из других монов там путем долгого там их искания, соединения, там использования много сил. Там с яиц можно его получить, можно купить в магазине, можно его зафьюзить, там, используя других монов, там ребрис тот же самый. Все это по-разному. То есть очень много есть способов, и вот как раз таки я не знаю, как на тир-листе просто описать все эти способы, потому что их как бы, нужно сказать, как бы, потому что человек, допустим, увидит, ага, мон хороший, как хочу его получить, а, допустим, как его получить, он просто не будет знать. И зачем тогда просто рассказывать человеку, что этот мон хороший, если он его получить никак не может. Он будет думать, что ж такое, где же его взять, и сам может просто не додуматься. То есть он и есть как бы в листе монов, но по факту он не знает, где его получить. То есть я же говорю, есть фестивалевые монстры, как, допустим, сейчас у нас идет фестиваль на кота в сапогах. Вот. Тоже неплохое. Так, и вот, кстати, да, тоже яйца от 3 до 5 падают на этом големе. То есть вам вместе с глимами, с камнями будут падать еще яйца саповые. Ну, этот уже будет предпоследний, и ни мало, ни много, то есть на него тоже нужно
То есть в основном как бы видите там, допустим, огонь, берете пачку воды, видите огонь, видите воду, там, видите землю, там, то есть берите просто по стихии. То есть то, что я сейчас просто одной пачкой все прохожу, это просто уже как бы все эти этажи уже, ну, пройдены на автобое просто. То есть я просто включал их, смотрел, там 30-40 раз проходилось уже там без моего вмешательства, поэтому я как-то и не знаю даже, как они их проходят. То есть кто умирает там или еще что-то происходит. Мне это просто неинтересно. Мне интересен результат, как и вам, надеюсь. Игра игрой, конечно, там арена, там клановые бои, там все остальное, конечно. Но хочется же и позаниматься там своими делами, а в это время кто-то фармит, кто-то качается, а вы на месте стоите. Ну вот, пожалуйста. Как бы включили X50 и пошли своими делами заниматься. Пришли там через какое-то время, и все, уже много всего есть у вас. То есть да, этот голем уже посерьезнее, больше бьет, очень сильно стоит, очень сильно мешает. Помощников тут даже не смотрите, то есть если на колоссах надо там было бить, там избивать, кого-то ману забирать, здесь это вообще, можете на это не обращать внимания, на них просто время и силы потратить, они не дамажат, они не хилят, там ничего не делают. Они просто умирают уже как какие-то просто так отщепенцы. То есть, видите, он уже как бы дамажит совершенно по-другому уже. Как бы ни мало, ни много, но иммунитета к сапу у него, к счастью, нету. Поэтому всегда нужно думать о том, что у вас еще должен быть сапер, чтобы сносить хорошо. И хил, конечно же. По поводу, кстати, еще хотел сказать по поводу видео, где я рассказываю о камнях. Одним прекрасным утром, зайдя в творческую студию, мне прислали нарушение авторских прав. Сколько бы я ни пытался это все уладить, у меня ничего не получилось. Так что если вам нужна еще одна серия по камням, уже более как бы развернутая, то пишите, я уже не буду лучше музыку включать, потому что когда на фоне что-то играет, конечно, хорошо, но когда тебе приходит бан на авторские права, конечно, неприятненько. Ну и последний голем тьмы. Его, наверное, я поставлю просто на автобой, чтобы как-то показать, что уже пачки самодостаточные, могут сами справиться. Но здесь уже полный деф, как бы 135 моно. Это как бы даже новички могут даже не пытаться облизываться на это, им очень еще не скоро достанется. Ну, как бы вот видите, у меня Анубис Купидон очень хорошо дефает, то есть он в роли танка выступает, то есть, естественно, у нас тьма будет сразу же свет атаковать, а у меня свет сильный, защищенный и молодец вообще. Недавно новость, кстати, прочитали, то, что следующая суперэволюция будет на Купидона. То есть запасайтесь камнями, будем делать супер Купидону. И это будет вообще мясо. Это как бы из всех хилов, которые на арене вообще существуют, думаю, что можно свободно отдавать первое место, конечно же, Бастарту тьмы. Думаю, второе место почетное у нас занимает Купидон Света. Да, конечно, есть там и Ханя Тьмы, и Ханя Света, но они не так хороши на арене, как, допустим, эти. То есть Ханя Тьмы, в принципе, такой же билд имеет, как и Купидон Света, но это Света, это Тьма. То есть Тьму как бы
Не знаю почему, может по защите, может по статам, еще каким-то. Просто-напросто она умирает и все, не знаю. У меня ее нету, конечно, но судя по тому, как я на арене против нее воюю, мне абсолютно не страшно. Она как-то вообще она не получается у нее пока реализовать себя. Может быть, ей там как-то стады подымут, не знаю, или что-то в этом роде. Ну, в принципе, вот как-то так, на такой, наверное, ноте. Либо меня сейчас шотнет голем, либо мы его убьем. Но, скорее всего, опять же, да, вот таким вот образом мы его и добивать будем. Через сап. Ну, хороший резист он имеет. Опять же, иммунитет к силу. Различную ерунду пытается навесить, но не получается, потому что мон один дефер, второй танк. И все замечательно. То есть сейчас маленькими шажками, и они его доколупают. Вот и конец ему. Все. Вот таким вот образом, я думаю, когда уже люди немножечко прокачаются, начнут понимать, что как бы это отличный заработок там даже и яиц и чего-то остального. То есть как бы еще раз скажу, повторюсь, что у новичков очень много энергии, потому что они не знают, куда ее тратить. А голды все время на что-то не хватает. Те же самые прокачка гемов, вы можете там целый миллион убить, и у вас просто кончатся деньги там на эволюции, на все остальное, а заэволюционировать хочется. Ну, в принципе, вот таким вот мы и закончим наших големов. Если у кого-то не получается пройти что-то, я думаю, что в принципе берите просто антиэлемент и да, конечно, с тьмой и светом это навряд ли сработает, но берите самых сильно защищенных и самых сильно атакующих. В принципе, на этом все. Следующее видео я подумаю, какое сделать. Может быть, все-таки расскажу, не буду делать тир-лист, как уже говорил, на бумаге, ну, путем там выделения каких-то монов. Я лучше это все расскажу более наглядно и покажу. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.